Splendid. Yes, a question. Yes, splendid. I mean, how do you conceive, how do you interpret eternity if you don't really mind time? Oh, That's what I'd like you to give a particular... excellent question. Когда я говорю о каких-то философских вещах, да в конечном счете любых вещах, я все время должен как бы держать идею, что то, о чем я говорю, гораздо важнее меня самого. Иначе какого черта мне говорить, да? Не о самом же себе читать лекции, а пытаться в разговоре передать способ своего мышления. Возможно, только если этот способ уже от тебя отделен. Я уже тебе его передал. Он, собственно говоря, уже не мой, а меня в это время не существует. Потому что если я в это время существую, как я, то я не философ говно. Философа в это время не должно быть. Он должен быть в предмете, о котором он мыслит, и в мышлении. Мне понравилась ваша свободная манера брать людей за грудки, по-русски встряхивать их крепко и опускать небрежно в то состояние, в каком они находились до того момента, когда это все случилось. Большинство из тех людей, которые сегодня сидели в полном ужасе, кошмаре, они пошли кушать, они съедят свой ланч и забудут о том, что произошло. И так, может быть, и правильно? Да, конечно. А вот. А как же они могут дальше-то спать спокойно, пить водку и все такое, и закусывать, помня о том, что вы говорите? Могу вас уверить, из них почти никто, я уверен. Я немножко наблюдательной водки не пью. Никто, ни виски. На самом деле, это речь идет не только о России. Совершенно то же самое я могу сказать об Англии. Как мало людей интересуются историей. Какой угодно, своей собственной семьи, своей страны, не говоря уже об истории. Забавно, не правда ли? На самом деле вы терроризм сводите к террористам. То есть, грубо говоря, совсем оглупляя, как надо думать, чтобы совершать террористический акт, да? Так вот, об этом я хочу вам сказать. Здесь есть две стороны. Одна сторона, как надо думать, чтобы совершить террористический акт, как надо думать, чтобы убивать, но есть и вторая сторона. Как надо думать, чтобы быть убитым. Без жертв терроризма не существует. Терроризм подготовлен восприятием тех, кого убивают, а не только восприятием и мышлением убийц. Понятно? Еще не было ни одной волны терроризма, чтобы она не поднималась в ситуации, когда население, против которого обращено террор, тоже уже подготовлено к этому.
И если мы хотим с ним бороться, то мы должны не искать каких-то кретинов, террористов в каких-то горах, а искать его в самом себе. Бороться с собственными жалкими, пассивными, трусливыми штампами реакции. Неужели это непонятно? Только полные исторические идиоты не понимают, что страшный сталинский террор был возможен, потому что в каком-то смысле, будь переносным, это нуждается в расшифровке. Эти люди были готовы к тому, чтобы быть убитыми и пытанными, и в каком-то смысле хотели этого. Они дали этому случиться. Они сделали это вместе с палачами. Нам здесь побертан парамезангер мешите паламедом делим шедевр паламген ден римбаш. Ламы контекст нам здесь победу мама. Поклоняюсь первой драгоценности Будде мудрейшей. Поклоняюсь второй драгоценности Дхарме великой. Поклоняюсь третьей драгоценности Санге собранию Будды Бодхисаттв. И преподаю к стопам учителя. Родная, там не осталось одного огурчика, просто так. Да, осталось один. Забавно, не правда ли? Живя с ним какое-то количество лет, я понимаю, что вот то, что идет в нем, это не какой-то, я не знаю, это глупо очень, я не знаю. Это какой-то непрекращающийся процесс, ты понимаешь, да? Вот. Но я не могу себе представить, как бы, чем бы он ни занимался, да, с кем бы он ни разговаривал, что вот что-то внутри него, какая-то вот, ну, он называет это работой, назови это как хочешь, да, что она прекращается. Она не прекращается никогда. И в этом смысле тоже все это очень глупо. И я понимаю, что если даже он включается в какие-то ситуации, то есть я вынуждаю там его или что-то его вынуждает, ну бывает, он же здесь живет, по этой земле ходит. Вот. Это все равно как бы у него, у этого человека, есть на самом деле единственное и главное наслаждение – это мыслить. Я не совсем понимаю это наслаждение, да, вот. То есть непрекращающегося какого-то, да, непрекращающегося какого-то.
Если говорить серьезно или если хотите несерьезно, все опирается в то, какая ты философия. Какая она твоя? Какая? Моя. Крайне нелепая, но я ее люблю. Нелепая в этимологическом смысле слова. Плохо слепленная, некрасивая. Я думаю, что в моей философии человеку очень трудно быть дома. Он в чужом месте. Потому что... Это вас интересует? Для меня философия в принципе по определению чужое место. Если оно твое, уходи отсюда. Заприходованное, освоенное место не может быть местом философии. В этом месте никто не живет. Там только воздух и больше ничего, кроме воздуха. Там можно дышать холодным, чистым воздухом твоей свободы. А так, чтобы одновременно родина, семья, нация, язык, мир. Нет, вселенная. Ну, на вселенную, ладно, помиримся.